Добрый день, 27 мая, бегу в джоб-центр. Сегодня у меня встреча с оператором на 11 утра. Хочу прийти чуть пораньше, там минут за 10, но не знаю, немного не успеваю. В общем, после встречи расскажу, какие у меня дальнейшие перспективы. Но сейчас хочу напомнить планы мои. Я буду просить обучение на B2 немецкий. И потом курсы предпринимателей, как я и говорил им, когда становился на учет. То есть почти год назад. Так, я вышел гулять после обеда. Уже даже намного позже, чем после обеда, потому как я задержался сильно у оператора. 1:45 мы с ней разговаривали. В общем, все получилось не так, как я планировал, но даже, наверное, лучше. Смотря как посмотреть. В общем, я упоминал, наверное, что она русскоязычная, эта женщина. И она оказалась довольно неплохим психологом. В общем, я шел туда, еще раз говорю, с каким планом. То есть я шел просить B2 и потом курсы предпринимателей, как я и заявлял им сначала, когда становился на учет. Тогда у меня такие мысли были, как только я приехал, я видел, себя в Германии хоть как-то. Это сейчас уже все, я полностью во всем этом разочаровался и понял, что я сам не знаю, чего хочу, условно говоря. Вот, ну и, соответственно, я и со старта это же все и заявил. Когда пришел, она говорит: подожди, дружок, так а для этого не нужны, типа, B2 курсы для курсов предпринимателей? Я говорю: да, разве не надо? А мне вроде говорили, что надо. Она говорит: нет, не нужны, можешь идти с B1 туда, но, типа, а что ты там будешь делать? Типа, что ты хочешь? Ты же можешь, если ты был самозанятым, там, ЧПшником, условно говоря, то ты же можешь и так двигать свою тему, нафига тебе эти курсы? Я говорю: да в том-то и дело, что, типа, я за это время уже немного подразочаровался в тех идеях, с которыми тогда, собирался здесь движковать. А сейчас думаю, может, это все-таки там сообщество людей будет, которые из бизнеса, и я автоматически от них что-то почерпну, там заряд какой-то возьму, вот, какие-то идеи появятся, как-то, все-таки типа веселее в кругу однодумцев быть, да? Она говорит: нет, ты что-то себе навоображал, там вообще все это не так, это может быть, знаешь, там банально человек в Ираке на рынке торговал персиками, а тут он уже знает, что ему нужно эти персики продавать, он знает как, а там ему надо только галочку поставить, что он там получил какой-то какую-то аттестацию, типа. Я говорю: окей. Ну и слово за слово, и она меня так нормально раскрутила, что я ей рассказал всю свою подноготную, вот это вот про экзистенциальный кризис, про проблемы в семье, в жизни и так далее, про кризис среднего возраста, про то, что я вообще не знаю. И мы плавно вышли на то, что мне бы лучше в себе разобраться, не спешить, не принимать горячих решений и может даже сделать паломничество в виде пути святого Иакова или как-то вот поехать, побыть одному. Как раз то, что я и хочу. Вот. И пока там предложила она мне варианты, так как мы должны же все равно с ней делать какую-то работу по моему дальнейшему движению. Вот. Я хожу туда-сюда, потому как не хочу на ветер выходить, там невозможно ничего будет записать. Вот. Так как мы должны делать с ней какую-то работу, она должна же там галочки все ставить. И она мне предложила первый вариант: это 5-недельный курс по обучению написанию резюме там, и всякому такому. Какая-то там небольшая профориентация, типа тестируют, что тебе больше подходит и так далее. Вроде как она говорит, это по ее словам так там происходит. А второй вариант от моих же курсов, на которые я шпрах-курсы ходил, эта же компания делает 10-месячный курс, тоже что-то подобное, типа профориентации, но только более расширенно, и это уже оплачивают не джоб-центр, а агентур Арбайт, что-то какой-то, в общем, более серьезная вещь, и эту вещь можно использовать только раз в год. То есть раз в год ты можешь вот это от государства пойти на что-то отучиться. Вот. И я так подумал, что я вот это, наверное, длительную эту... Ничего себе, что за звук? Наверное, это баржа надо мной идет. Больше нечему так звучать здесь, потому что я хожу под каналом.
Вот. И я подумал, что я вот эту длительную программу 10-месячную не хочу включаться, потому что, ну, это, во-первых, мой Якоб Свех накрывается, мои все планы ломаются. А во-вторых, там есть еще варианты, короче, я насчет прав тогда заикался, когда тоже говорил о курсах предпринимателя в самом-самом начале, когда в Германию приехал, я говорю, что мне для моих там типа бизнес-движений нужно будет отучиться на права и все такое. Вот. И вот эту штуку тоже мне может оплатить эта агентура Arbeit, там надо пройти собеседование будет, ну, в общем, немного сложновато, но тем не менее, короче, финансирование на это можно получить. То есть мы договорились так, что я пока как бы не принимаю резких движений, никаких не делаю, то есть хожу на эти 5-недельные курсы и думаю, как мне дальше жить, типа ищу себя, что-то типа того. Вот. Ну, как бы, все меня вполне устраивает, отлично, спасибо ей большое за сеанс психоанализа, за то, что отнеслась с пониманием, как бы не гонит меня на работу каким-то грузчиком, в общем, все супер. Ну, что значит нет языкового барьера, я ей честно рассказал, что у меня B1 это такое только одно название, что я там по факту не согласен с ним и так далее. Вот. Мы с ней ни слова, кроме типа там «добрый день» по-немецки не говорили. Вот такие новости по поводу моего трудоустройства. В общем, теперь жду приглашения на эти 5-недельные курсы. Мой одногруппник там уже один был, говорит, там русскоязычные девчонки их проводят. То есть, говорит, такое вода водой, на воде, бестолковая фигня. Ну, мне как раз подойдет. Ходить там по 3 часа в день, по-моему, рядышком-то в том же здании, где я ходил на шпаркурсы тоже. То есть, я прям вообще ничего не потеряю. Как-то так. Такие новости. Я забыл упомянуть важную вещь. В вот этих курсах для предпринимателей, о которых я говорил, я сам-то вообще про это забыл. Это она мне сказала, что там основной прикол в чем? Вот как я этот пример про торговца персиками привел из Ирака. То есть он приходит не за аттестацию получить, а финансирование. То есть ты приходишь туда со своей типа идеей какой-то, а они там тебя ознакомливают немного с нормами, правилами, короче, ведения этих всех дел в Германии. И плюс ты там пишешь бизнес-план, я так понимаю, при их помощи утверждаешь его, и под этот бизнес-план получаешь финансирование. Ну, какую-то там энную сумму на свой старт бизнеса. Вот в чем прикол там. То есть, теоретически, если бы я к ней пришел и сказал, вот я хочу производить, я не знаю, мебель какую-то там или еще что-то, был бы у меня готовый план, как здесь двигаться, да, или там магазин обуви открыть. Вот, я бы пошел на эти курсы, она бы сказала, вперед, дорогой, давай, иди, работай, получай финансирование. То есть она мне тоже эту брошюру дала, как бы у меня этот вариант никто не забирает, я могу с ним ознакомиться, опять к ней прийти и сказать, типа, я согласен, давайте, я посмотрел, это прям оно. И вот так вот двигаться тоже по этой теме дальше. Тоже, как бы, да, ничего себе. У тебя есть прекрасный шанс, как бы, получить какие-то деньги на свое дело. Что очень хорошо, я считаю. Так, ладно, джоб-центр это хорошо, а по поводу моих делишек походных, значит, есть пара новостей. Сегодня я заказал себе коврик, спонтанно, не особо думая, бегом-бегом, потому как цена хорошая. И сам коврик, конечно, не совсем мне подходит, но я решил, значит, из-за того, что он новый, и цена, грубо говоря, половина от новой, можно его взять, попробовать потестировать, на нем поспать, вообще вот понять, подходят ли мне самонадувные, нравится, удобно, неудобно. И если что, там аккуратно, если я дома посплю, я думаю, там не будет видно даже, что я им пользовался. Если что, его продать, короче, тоже под видом нового, опять же, там чуть может потерять на этой продаже, там, ну, я не знаю, может там 10 евро, или наоборот заработать, смотря почем получится продать. Вот, и уже определиться, что мне дальше нужно. В общем, в чем его минус? Он тяжелый достаточно, он весит килограмм 10 грамм или килограмм 100 грамм, по-моему, кило 50. Что-то, короче, между вот кило 100 и килограммом. Но у него R-value 6,5, по-моему. То есть он супер-мега теплый, всесезонный. Производитель Exped. Неплохой швейцарский, вроде дорогой производитель. То есть сам ковер, рекомендованная розница у него 95. А продают его за 55, продавали, я попросил за 40 с доставкой, они говорят, типа, извини, это сильно. Я уже не стал торговаться, так как на нем, он свежевыложенный был, и я так думаю, что такую вещь сразу заберут, судя по тому, что я вижу сейчас происходит по коврам этим. То есть все хорошие брендовые забирают сразу.
там за полцены даже речь не идет, там минус 30% уже покупают. И я стал, ну, в общем, не рисковать, там, не ждать ничего, не общаться дальше. Я говорю, хорошо, согласен, 49 они мне предложили, типа с доставкой, я на эту сумму согласился. Вот, то есть, грубо говоря, полтинник мне обойдется этот ковер. Я поискал его в интернете, при самых-самых этих удачных стечениях его можно купить за 72 евро, по-моему, с доставкой, тоже новый. То есть это в каком-то интернет-магазине по акции, там скидка на него сейчас и так далее. Вот, а так рекомендованный рост у него действительно 95. Ну, фактически, я думаю, за тот же полтинник я его могу попытаться продать, вот как новый купил, если он мне не понравится. Там в чем нюанс? По поводу веса я как бы еще не сильно переживаю. То есть объем у него в сложенном виде, ветер, не знаю, слышно нет? Объем в сложенном виде у него чуть больше, чем был бы надувной, да, то есть по высоте он, по-моему, 28 на 20 или что-то идет, то есть такой кубик приличный, цилиндрик. Вот, это первое. А второе, у него ширина 52 сантиметра и длина 1,83 м, то есть это размер М. У меня рост 1,75 м, сейчас, по-моему, намерили последний раз. Вообще всю жизнь ходил 1,78 м был. В общем, 1,75 м сейчас я считаю. И вот вроде как бы ковра запас 8 сантиметров. Не знаю, много, мало это. В общем, я хочу полежать на нем, понять для себя, во-первых, габаритные размеры, какие мне хотя бы нужно приблизительно искать. Буду в своем спальнике, наверное, посплю пару ночей там дома на полу, посмотрю, почувствую, насколько мягкий, не мягкий. Ну, короче, что тут рассказывать, вот так. Вторая новость. Сейчас я отойду от ветра. Я иду назад и опять пришел сюда прятаться от ветра. Да, Бандера я когда-то снимал. Так, а вот сюда я не заходил, на эту сторону моста. Вернее, не моста, а канала. Что тут? Притон наркоманский, наверное. О, тут вообще отлично. Короче, значит, вторая новость такая. Вообще не позитивная, немного меня ситуация это напрягает. Значит, я вчера пришел домой и начал же обрабатывать мозоли свои. И та нога, о которой я говорил, что вроде все отлично заживает, оказалось, что нет. Я там умудрился как-то находить двойной мозоль. То есть этот сверху содранный, а под ним еще как бы глубже на уровень, получается еще один мозоль. Но оно там чуть сбоку, но суть та, что, короче, двойной мозоль, и натер-то он уже вот свежий. То есть, если на те я решил, что я натер их тогда, когда перешел с хоки на сандалии, ну, потому как в хоке начал я это место чувствовать, вот я прикинул так, я тогда стал ходить с рюкзаком, и, скорее всего, это чуть повлияло на походку, наверное, и почему оно начало тереться еще в хоке. Вот, и что-то поменялось, и поменялось, это вес добавился, скорее всего. Плюс палки, может, оно как-то вот, что-то ноги стал я ставить по-другому, и начало натирать в новом месте. И вот этот зачаток мозолей был еще от хоки, потом я одел эти шлепанцы, господи, сандалии, и сандалиями добил, потому как я первые дни ходил на босу ногу, а там как бы эта подошва резиновая, стелька из Эва. И вот оно, короче, дотерло там дальше. И теперь же, соответственно, это прям низ стопы. Как бы я постоянно хожу, и оно зажить толком не может. И плюс я опять с весом, и как бы километражи такие они слабые. И получается, что там трется двойной мозоль. И меня это немного угнетает. Почему? Потому что, блин, сейчас логика подсказывает, что я должен какое-то время дать им зажить. То есть сейчас либо... Вот я хожу в андерах, в кроссовках. То есть либо не носить сандалии, а продолжить прогулки аккуратно, либо вообще не ходить. Ну или там минимизировать ходьбу, прям чтобы ноги постоянно лежали на табуреточке и подсыхало это все там, ну не знаю. Ну, вот. А я уже ходить привык, как бы у меня все равно в средний в день этот маршрут 15 километров. То есть я заменил свою привычку спать после обеда, там 15 минут, ну, короче, на полчасика я ложил отдыхать, где-то минут 15 из них я дремал. Я заменил очень быстро эту привычку за 3 недели уже на ходьбу, то есть мне уже физически хочется ходить после обеда. Ну вот, то есть как-то не хочется себя лишать этой новой привычки, да. Поэтому как-то буду искать какой-то компромисс, поглядывать на эти мозоли. В общем, точно никаких палок, никакого рюкзака. Наверное, будет в самых удобных кроссовках, которые минимально будут вот там на ноги оказывать влияние. Буду ходить после обеда километриков, ну хотя бы часик, там 5 километров не спеша. Может так. И за этот часик, короче... Я думаю, я свою эту необходимость в ходьбе и поддерживании формы сохраню, а высвободившиеся пару часов там лишних потрачу на то, чтобы искать снарягу.
Ну, такие пока планы. Обидно очень за эти мозоли, откуда они у меня берутся, что такое с этими ногами. Ну, грешу на то, что просто ноги у меня младенца. Я ими толком не работал никогда, как бы много не ходил, обувь часто менял, у них не было даже там возможности к каким-то одним кроссовкам привыкнуть. Как бы такой, я думаю, просто очень нежная кожа, и вот эти вот там постоянные изменения, потом где-то натер, по-другому ставишь ногу, как бы круговорот мозолей тоже свое сыграл. Может, там тоже, говорят, есть причины мозоли, это нехватка железа в организме, чего-то такого, то есть может быть еще этот момент, то есть какие-то природные причины, короче, склонность к мозолям и все такое. Но, тем не менее, это очень важный фактор, который может мне помешать в моих всех планах этих путешествий, потому как идти каждый день и большие объемы с мозолями я точно не смогу. Это будет ад на земле, и зачем это делать? То есть я точно должен до того, как начать ходить, ну, по крайней мере, пока идти Якобсвег, я должен точно отработать саму ходьбу в больших объемах, выбрать уже точно себе обувь, в которой я буду идти, чтобы это не было какой-то новостью потом для меня. Ну и только тогда на это решаться. Я думаю, что Гарц еще можно будет как-то простить, если там, допустим, недельный поход, и там что-то как-то я ноги покоцаю, или, короче, ну, что будет очень тяжело, неделю-то я переживу. Оттуда можно всегда приехать как-то спокойно, там, сел на поезд региональный, приехал, или на автобус, там, не знаю. Ну, вот. А если же я уже на дальняк выдвинусь, и там со мной это случится, это будет катастрофа. Поэтому я такого допускать, конечно же, не буду. Буду с этой проблемой разбираться как-то сейчас. Интересно, вот тут катки, я смотрю, да, стоит, получается, вот эта вся байда на каких-то таких катках. Где-то оно на них, наверное, перемещалось. Может, в сборочном цеху, там тоже катки, только не везде. Там вон катки в начале, а здесь уже какие-то проставки, 4 штуки. Да, прикольно. Вот такие новости сегодня у меня. В общем, немного определилось мое будущее, да, если можно так сказать, что оно определилось. В общем, дальше опять ничего стопроцентового, но тем не менее, как бы уже хоть какой-то вектор понятен. Взаимопонимание с биратором у меня пока что есть. Дай бог, он не поменяется в ближайшее время, этот биратор. А такое бывает, они часто, в принципе, меняются. Вот. И если биратор останется та же женщина, то я думаю, мы с ней нашли общий язык. Она молодец, очень с пониманием ко мне отнеслась. И я же говорю, хороший психолог, мне кажется, она. Ну, минус языковой барьер тоже дал свое. Все, до завтра.